Всем здравствуйте! Я сегодня в гостях компании Cousteau Home. Беседую с генеральным директором этой компании Муратом Утемисовым. Здравствуйте! Добрый день. Я наслышан о компании Cousteau, о Cousteau Home, о Cousteau Group, да, то есть, но моя аудитория, она, скорее всего, может быть, впервые о вас слышит, деловых журналов Forbes и не читает, поэтому расскажите нам немножко, чем вы занимаетесь. Cousteau Home – это девелоперское подразделение международной инвестиционной компании Cousteau Group, и мы специализируемся на строительстве, строим жилье во многих странах мира. А сама по себе Cousteau Group – это международная инвестиционная группа. Работаем в более чем 10 странах мира. Занимаемся сельским хозяйством, нефтедобычей, производством строительных материалов, строительством жилых комплексов. Сеть автозаправочных станций «Компас» тоже принадлежит нашей группе. Производство мраморной говядины «Казбиф» тоже принадлежит нашей группе. Угу. Но сегодня давайте мы сосредоточимся больше на ваших строительных проектах. Да? Есть какие-то успешные мировые проекты, о которых вы хотели бы рассказать? Ну, у нас есть очень интересный и достаточно успешный проект во Вьетнаме, называется Diamond Island. Это проект, который был построен на натуральном естественном острове в городе Хошимин. Это крупнейший мегаполис Вьетнама с населением более 12 миллионов человек. И мы, Cousteau Home, реализовали огромный проект площадью более 200 тысяч квадратных метров, там 1300 квартир у нас было. И даже в дни начала продаж там продавались по 100-180 квартир за первый день продаж. Да. И данный проект был отмечен многими наградами в области недвижимости, не только вьетнамскими, но и международными, азиатскими. То есть за казахстанцев во Вьетнаме не стыдно, да? Казахстан все знают, Cousteau Group во Вьетнаме на слуху у многих компаний. Тем более мы там конкурировали с местными монстрами, крупнейшими вьетнамскими конгломератами, также сильные японские, корейские, сингапурские компании. И мы, казахстанская компания Cousteau Home, это единственная на постсоветском пространстве компания, которая смогла там реализоваться и построить достойный объект. Вы продолжаете там искать перспективные проекты? В портфеле очень много проектов, более чем на $2 миллиарда. Мы реализуем проекты также внутри города Хошимин, жилые комплексы, в городе Ханой, это столица Вьетнама, и на побережье мы также планируем строить резорт-отели. Очень круто. Ну, давайте перенесемся, получается, с Хошимина, с Ханоя в родной Алма-Аты. Здесь вы приступили к новой, принципиально новой, как вы отмечаете несколько раз, 4-й очереди жилого комплекса Коктебе-Сити. Я так понимаю, первые 3 очереди уже были раскуплены, да? Да, наша новая 4-я очередь жилого комплекса Коктебе-Сити – это, скажем так, логическое завершение всего большой эпопеи нашего проекта Коктебе-Сити. И мы его планируем стартовать буквально вот с апреля месяца, начала продаж. Он по-своему уникален, как и сам по себе комплекс Коктебе-Сити уникален. Уникален своей также малоэтажностью, уникален всей своей инфраструктурой, всеми достоинствами, качествами. То есть мы предлагаем всем жильцам террасы на крышах. И для удобства эксплуатации этих террас мы подводим туда все коммуникации. Электричество, воду, канализацию. То есть каждый человек, каждая семья могут там организовать свою барбекюшницу, установить свою там садовую мебель и получать удовольствие от наших алматинских там закатов, от наших алматинских гор и лицезрения всего города. Почему вы считаете этот район перспективным? Потому что основные люди, они же смотрят все-таки на западную часть и на южную часть Алма-Аты, да? А вы выбрали такую нетривиальную часть города. Сложилась такая тенденция в городе за последние многие годы, то что необходимо жить где-то в юго-западной части города, а работать в центре города. Это образовало какой-то естественный трафик. Но я считаю, восточную часть недооцененной в городе Алматы. Наша локация – это с восточной стороны естественные холмы Коктебе, с западной стороны – это огромный зеленый массив парка отдыха центрального и образует огромный источник чистого воздуха, кислорода. Плюс восточная объездная – это трасса, как все прекрасно знают, что она никогда не стоит. Никогда не бывает пробок по этой трассе, и автомобили мчатся здесь со скоростью 70-80 км в час. Ну, автомобилисты знают, это 4-я, 5-я скорость, где уровень выхлопов намного меньше, чем это автомобили, которые стоят в пробках в центре города, либо там на той же Аль-Фараби. И даже мы анализировали эту ситуацию и изучали уровень чистоты воздуха в нашей локации и в других точках города. И мы увидели, что уровень чистоты воздуха в нашей локации, он намного лучше, чаще всего намного лучше, чем в других точках, там, считающих себя более экологически чистыми.
Ну вот если говорить о первой, второй и третьей очередях, то жители, которые уже получили ключи, они довольны, они не будут вот под моими постами писать, что зачем вы рекламируете четвертую часть, они бы вот нормально первую доделали или вторую. Я думаю, что таких жильцов, надеюсь, не будет, и я уверен, что таких не будет, потому что даже допустим, первая очередь нашего жилого комплекса, это я считаю, что на сегодняшний день первый и единственный в Казахстане жилой комплекс, который был построен по японским СНИПам, по японским стандартам сейсмостойкого строительства. И он и до сих пор у всех на слуху как самый сейсмостойкий дом в Алмате. В самом начале этапе строительства этой очереди привлекли японца, это член Государственной японской комиссии по оценке сейсмостойкости здания. Он приехал, оценил, взял наш рабочий проект жилого комплекса, провел через свой японский компьютер, изучил, и там, где необходимо было доработать, доработал, где нужно было убрать, убрали. Поэтому с точки зрения сервиса, с точки зрения качества и прочих вещей, я думаю, тут не должно быть каких-либо сомнений. Тем более застройщик – это компания международная, и, как я сказал, мы многоотраслевая. То есть мы не зависим от каких-то рынков, допустим, недвижимости или в строительном секторе возникнет какой-либо кризис, мы не будем страдать, потому что мы работаем в разных сферах. То есть по принципу мы диверсифицированный бизнес, то есть если возникает какой-то кризис в какой-то определенной отрасли, другие наши проекты всегда смогут легко поддержать. То есть в этом плане уверенность у наших покупателей, она может быть там 100%. В текущий момент все наши жилые комплексы мы строим за счет собственных средств, не привлекая банковские деньги. Ну, это очень круто слышать. Ну, давайте поговорим про класс жилья именно в четвертой очереди. Как вы его позиционируете на рынке? Ну, мы позиционируем его как элитное жилье, потому что все параметры и все характеристики элитного жилья мы предлагаем в данном комплексе. Это наличие парковок, более одной машины на одну квартиру. Это наличие террас в жилье. Наша гордость – это инфраструктура. Инфраструктура, понятно, для каждого алматинца важна инфраструктура в жилом комплексе. Это единственный, наверное, жилой комплекс, организованный, правильно сформированный и наличием собственной школы. Школа – это, по сути, гордость, как не только нашего комплекса, это нашей группы High Tech Academy. Это школа, которую мы сами запроектировали, которую мы построили и открыли ее в прошлом году с экспериментальной методикой обучения. То есть младший класс – это финская система образования, старшие классы – это проектный метод образования, проектный метод обучения. Дисциплины преподаются на 3 языках и с участием иностранных учителей, и они все проходят специальные курсы обучения под данной методике. И данная школа, она имеет, кроме образовательного кластера, она имеет большой кластер спортивный и школа искусств, музыки, танцев, то есть все любые внешкольные занятия для детей, для взрослых, которые необходимы для комфортного проживания, будут присутствовать в инфраструктуре данной школы и данного комплекса. Понятно. Ну, кроме школы, что-то будет на территории ЖК, на что можно ориентироваться, о чем можно рассказать сегодня? На западной части нашего комплекса будет предполагаться строительство так называемый Sunset Boulevard, по аналогии с известным бульваром Sunset в Лос-Анджелесе. То есть с бульвара можно будет наслаждаться закатами, нашими красивыми закатами города Алматы. Ну, зоны отдыха, прогулочные площадки, детские спортивные площадки, зоны воркаута, беговая дорожка, велосипедная дорожка по всему периметру жилого комплекса. То есть не надо никуда выезжать, не надо никуда уходить. Все удовольствия от жизни можно получить, проживая в данном комплексе. Для меня очень важно, кофейня будет. Кофейни будет 2 или 3, и рестораны будут также предлагающиеся, как от нашей группы, как Казбиф, также будем иметь здесь рестораны и будут кофейни, соответственно. Понятно. Как вы видите своего идеального покупателя? Кто он? Вот, если, оглядываясь назад, вы видите покупателей первых 3 очередей, вот в 4-й очереди кто живет там? Ну, вы можете посмотреть в зеркало и увидеть идеального покупателя, скажем так. Да. Вот человек, который знает, что такое качество жизни, человек, который знает, что такое правильная инфраструктура, человек, который понимает и сопоставляет все параметры, что такое экология, что такое транспортная доступность. Я думаю, люди, которые умеют это все оценивать правильным образом, могут получить полное удовольствие от проживания в нашем комплексе. Для меня очень важна высота потолка, как вы понимаете. Ну, высота наших потолков 3 метра 30 сантиметров. Да? Да. 3? Я думаю, 3. То это 1,5 меня. Да, 1,5 вас. Поэтому А есть какие-то случае уникальные предложения? То есть, чтобы я, в принципе, вообще чувствовал себя гномиком? Уникальные предложения. В нашем комплексе в 4-й очереди предлагается вообще квартиры, которые ваших будет там, вас
3, наверное, да, или там 4. 6-метровые потолки? 6-метровые потолки. Есть квартиры, где будут иметь комнаты, гостиная, будет иметь двойной свет на высоту 2 потолков, условно говоря, атриум с двухэтажным остеклением, с витражами, с видами на город, на горы, на закат, то есть такие с панорамным остеклением. Также у нас будет уникальный формат в 4-й очереди, это верхние этажи, 5-е этажи с высоким потолком до 5 метров, с остеклением и окнами, с витражами прямо на потолке. То есть можно лежать и наслаждаться небом. Ну вот мы поговорили про высоту потолков, а давайте поговорим про немаловажную вещь, как планировки, да, ваших квартир. Насколько они продуманы, насколько они удобны для людей. Наш концепт или наш подход вообще ко всем проектам, это по сути handmade, это ручная деталировка всех аспектов наших проектов. Планировки разработали таким образом, чтобы увеличить долю полезной площади, жилой площади по отношению к нежилой. И даже сделали такой некий расчет, что экономия от применения наших планировок дает нашему покупателю до 6 миллионов тенге эффективности. То есть он получает больше полезной жилой площади по сравнению с другими средними объектами в городе. Невероятно. Мы уже можем сейчас озвучить какие-то цены? Мы хотим озвучить то, что до 22 апреля мы имеем, то есть наши покупатели имеют шанс забронировать понравившуюся им квартиру и получать по уникальным стартовым ценам, забронировать за собой квартиру. Далее цены, естественно, будут расти. И все прекрасно понимают, что стройматериалы в Казахстане растут, ну, в мире растут. Металл вырос за прошлый год на 70%. Бетон растет, цемент растет, рабочая сила дорожает. Показать, что в нашем проекте соотношение цена-качество, наверное, одно из лучших предложений в городе. Понятно. Вы уже озвучили эту дату 22 апреля. Что там будет? 22 апреля мы планируем с Еркином Татишем провести презентацию 4-й очереди на нашем YouTube-канале Koktobe City. И расскажем о нашем видении правильной комфортной среды, о нашем видении, что является удовольствием от жизни, наверное, наше видение, потому что наш концепт, наша философия нашей группы – создавать счастье для других людей. То есть, если люди получают счастье от наших продуктов, от наших проектов, мы получаем от этого счастье. То есть, почему потенциальные покупатели недвижимости у вас 22 числа должны потратить время на онлайн-презентацию проекта, получается, Koktobe City? Потому что у них будет шанс приобрести квартиру по уникальной цене. И получить информацию из первых рук. И получить информацию из первых рук. Ну и, как уже сказал Мурат, 22 апреля состоится в 19:00 онлайн-презентация. Ссылку на нее вы сможете найти в шапке моего профиля. Призываю вас всех присоединиться к нам и посмотреть ее и сделать свой выбор в пользу Koktobe City.